Всем привет, это Хика из команды Team Spirit, играю на линии золота. Сегодня покажу, как играть на Натане и некоторые фишечки для него. Так, нашли мы игру, показываем то, что мы идем на линию золота. Наш союзник тоже показывает линию золота, я показываю свой винрейт. И он показывает, что идет на мид. Спокойно играем на голде. Нам отдали голду. По ролям вроде у нас все окей, все распределились. Показываю сразу Натана, то что я хочу на нем поиграть. Вдруг забанит, будет неприятно. Баним нереально метовых героев, которые противны для нас. Всякие линги, фани, ланцы, ноланы, хелкарты. Потому что мы АДК. Главная задача линии золота это фармить. Фарм нам дает предметы, предметы нам дают миллиарды урона. У нас очень сильный скилл от предметов. У Натана в особенности. Натан с небольшим количеством перефарма или же на равном фарме сильнее большинства АДК. Против нас сразу пикнули Москву, нас лапали на Натане. По эмблемам. Эмблемы мага 100%. Дальше уже идет ситуативно. Первый талант проворность, либо же адаптивная атака. Это все зависит от вашего вкуса. Я бы посоветовал вам поиграть на двух, попробовать эти два таланта и выбрать, что вам нравится лучше. Мне нравится больше проворность. Второй талант магазин или же деф. Деф нам помогает на всех стадиях игры, на лайнинге, в тимфайтах. Этот небольшой 15, деф в количестве 15 единиц может зарешать. Но обычно магазин берется, потому что у нас в билде один из самых дорогих предметов в этой игре, священный кристалл, и он сильно уменьшает его стоимость. Третий талант. Квантовый заряд. Это больше на все стадии игры. Этот перк хорош и на лайнинге, и в тимфайтах иногда решает, когда ты замедляешь врага тычкой, и ты можешь успеть дать в него прокаст. По билду. Первым предметом всегда собирается перо, но в зависимости от лайнапа, например, если у тебя стоит очень сильные лайнаперы по типу Харита, который сейчас в бане, или же Роджера, который тоже в бане, стоит собирать деф против них. ВС Роджера первым штаны, а ВС Харита первым сапог на Макдеф. ВС нас пикнуть фанни, это для нас не очень приятно. Берем флик сразу, потому что ВС нас нет тяжелого контроля. По перкам третий 100 из 100, второй я бы, наверное, брал все-таки на деф ВС фанни. И так и сделаю. Очень неприятно, когда фанни шотает. Натан очень сильный герой в ИТ. На лайнинге он не самый слабый, но не самый сильный. То есть на лайнинге немного потерпеть на Натане, и в ИТ ты всех выиграешь. Потому что очень сильный герой в тимфайтах. Двойные автоатаки с двойным проком косы бедствия. Когда соберу косу, вам покажу фишку на Натана. Вот. ВС нас стоит Москов, он играет с инспайром, фанни с фул убийцами. То есть нам нужно 100 собирать деф. И, скорее всего, это будет не штаны, а просто сапог на физдеф. Отказываемся от сапога на КД, но в пользу лайнинга и приятной игры против фанни. ВС нас Ангела, то есть когда у нее появляется четверка, она может спокойно ультовать в нашего лайнера, который стоит против нас, и это будет не самое приятное, поэтому надо это доджить. Собираем деф первым, или же нет. Нет, я хочу собирать арбалет, и потом этот деф, потому что вначале он не помогает ВС Фанни, потому что Фанни банально лес забирает. И мы ее соберем к тому моменту, когда Фанни уже будет выходить на наши фланги. Помогаем нашему леснику, чтобы он быстрее забирал бафы, и у него быстрее происходила ротация. Смотрим оптимизацию, Москов с сапогом. Окей, Фанни с красным смайтом, Фанни с синего бафа, начала ротация по топ. Запоминаем и пользуемся этим. Мы сильнее Москова, но только если он не экспайр нажимает, конечно. Нам не надо сильно размениться с ним по хп, у нас альфа вообще забирает вражеский красный. Он отдал хилку, мы тоже. Но он без инспайра, мы с фликом. Контестим монету. Для него более невыгодная ситуация. Проживает на одном хп на лайкичах. Не повезло. Нас Ваня не могла гангануть, поэтому окей. Если бы Альфа остался на топе, он бы умер на Москове. Он такое не читает. Видим то, что Фанни с вторым левелом, у нее не четверки.
И поэтому она еще стопит Ангела по фарму, поэтому Ангела не скоро будет 4. Ангела помогает вражескому лайнеру. Скорее всего, он останется и будет пушить голду. Это поведение 90% голдеров. Смотрим, и он бэкается в этом кусту. Окей. У Фани нет 4, она может разменивать нас в турту, но у нее пока нет 4. Так, Москов остался все-таки. И, скорее всего, поддушим за это. Не хотим, чтобы Ксавьер делил наших крипов. Стакаем пассивку. На Натане очень важно стакать пассивку, потому что без нее мы очень медленно двигаемся и бьем. На голде очень важно забирать монетку, она дает почти как карета. Карета дает больше, чем весь мидпайп. С Москвом осталось Ангела, мы не можем с ним драться. Франко просто тянулся в мид, отдали монетку, ничего страшного, но хотелось бы ее, конечно, забирать. Тыкаем команде, что нам нужна помощь, потому что Ангела с 4, Фанни тоже с 4, а Б будут закрывать по тауру. Нет. Видим Фанни, ой, Люнакс, она офигела. Что она делает? И ее тоже. Повезло, что Франк ультанул. Супер вакичи. Могли остаться, но это очень рискованно, потому что Фанни мог от базы полететь, отдать верхний лес взамен на шкил, поэтому просто играем сейвово, теряем одного крипчика. Ничего страшного. У нас очень хорошая ситуация. В целом на карте. Фанни безденежные. Мы скоро перо соберем. Мы тогда будем притычковывать Москова. Даже под инспайром. Ну, под Ангелой не уверен, но под инспайром это точно. Успеваем забрать монету. Хотим ли мы собирать сапог на всегда в Фанни, у которой нету булавы? Я думаю, нет. Мы хотим собрать на КД и выигрывать игру. Чекаем кусты. У нас тут Фанни. Этот Москов, скорее всего, опять стоит под Ангелой. Ксавьер, может, не делись с нами пачку, пожалуйста. Спасибо. Видим Люнакс. Это что вообще происходит на карте? Это адекват. Фанни 2 трасса ульт. Очень плохо залетели в светлую Люнакс. Неудачное закрытие, конечно, получилось. Франко не дожил. Ксавьер ничего не нажал. Но ничего страшного, опять же. На карте происходит ситуация все хуже и хуже. И нам нужно камбэкаться по фарму. Франко поймал. Придумали килл. Отлично. Можно подфармить немного у нашего Ксавьера, потому что мы на топ-соло не можем выходить, к сожалению. Показываем Франку, что можно пойти к нам. Потому что мы соло ничего не можем. Франко вообще бог, абсолют. Пукает всех. Красавчик. Москов стянулся на топ, это мы это видим и сразу идем фармить. А там всегда надо пушить пачки, фармить. И однажды это убудет вам. Пушим тавер с ультой назад. Важная фишечка. Люнакс может быть где-то здесь, потому что ее не видно на карте. Нет, она на боте. Фанни, скорее всего, синим бафом. Стала монетка. Монетку хотим забирать. Это наша игра, просто фармим. Москов может нас кемпить, но мы на уверенчик заходим в кустик, и его здесь нет. Типа делаем стрейф назад, как будто мы слабее, но на самом деле мы сильнее его. Или же нет? Мы, скорее всего, умерли. Нет. Повезло. Ангела уже с флягой. Это супер неприятно. Я думал уже, что в Москву вселится Ангела, он нажмет инспайр, прибьет меня к стене, шотнет меня и потом Франко. Но, к сожалению, все обошлось. Это был худший план. Переигрываем на хай-скиллючах. И мы просто абсолюты. Ставим вот такую ульту корявую. Просто чтобы быстрее забрать двойной и быстрее стянуться на пачку. Что нас может убить? Смотрим Москов. Москов, который влетит на копье. Или Фанни 2 трасса ульт, но я думаю, как будто ей не хватит. В Москву надо постоянно двигаться, чтобы он случайно вас копьем не задел.
У нас появляется уже кристалл, мы становимся сильнее, и можно подключаться к тимфайтам осторожно, но все равно хотелось бы фармить. У Ксавьера что-то не очень ситуация, но мы хотим керрить игру, поэтому забираем мид-пачку. Видим Таммаза и хотим его закрывать. Мы его шотаем на Тамузе уже. У него нет Макдефа. Это надо было, кстати, смотреть заранее. Но не повезло. Мы его убиваем на Москве 100. Или же нет. Или же Ангела имба. К сожалению, Ангела не имба. Добираем нереальнейший килл. И дальше фармим. Дальше толкаем пачки. Видим офигевшую Люнокс. Это вообще адекват. Фанни просто нажимает на Баттерса ульт, это надо было предиктить, но герой слишком сильный против Натана, потому что Натан практически ничего не может с ней ей сделать. Альфа не дефает мид, идет на варда. Это фатальная ошибка, потому что они еще не били его, а Тамус просто на халяву мид спушил. Мы скоро станем, они бёрстят варда, Альфа какие-то непонятные стрифы делает для меня. И мы еще, по идее, успеваем на варда, если там будет файт. Бежим с Франческо, Беруни. У него есть нету инвиза. Значит, просто дефаем. Видим, какой у нас тавр самый раскоцанный. Скорее всего, мид. Поэтому ворд пойдет по миду, и нам нужно дефать варда на Натане. Натан один из самых сильных героев на дефе варда. Поэтому все окей. Главное, что мы с фармом. А вот это надо было предиктить. То, что Москов попадет рандомным копьем, без вижена, и в него селится Ангела. Ладно, окей, это ничего страшного, если команда вся не сольется, потому что я встану. Этот файт проигран. Без меня. Главное, к Савьеру задефаться, ну, выжить. Или это будет тотальное невезение. Все окей. Ну как окей. Я 1 в 5 остался. Просто доджим эту нереальную комбинацию из героев. Франко не попал хуком. Это ужас. У Люнокс просто миллиарды. Она меня шотнула. Какая-то... Почему-то просто игра не пошла не по плану, как только Москов попал в рандомно на меня копье. Окей. Но ничего, это одна из типичных ситуаций в соло-ранге, поэтому просто играем в свою игру. Ангела ошибается, у нас бот упадет, к сожалению, потому что никто не следит за лайнами. Москов хочет или не хочет? Не хочет. Команда выиграла файт без меня, очень удивительно. И нам сейчас главное опять не умереть. На таком герое, как Натан, очень нельзя умирать. Или же план игры пойдет не по плану. Франко попал хуком, красавчик вообще лютый. Я забайтил его под него. Видим, что у них очень мало макдефа. Почти шотнули Ангелу. Москва под Ангелой выбили что-то из кого? Из Тамаза. Вроде Вендус выбили. Франко немножко обсер. У нас сплитится топ. Это очень важно контролить. Москов хочет в трон. Даже под Ангелой он умирает. Потому что у нас очень много урона. За это Люнокс заберстилась темный варда. Но ничего страшного. По идее все окей. Мы выжили. Самое главное, что мы выжили. Просто нереально уничтожаем всех. Франко с ультой, никого не боимся. Нам нужно собирать антифиз, потому что у нас часто залетает физ дэмэдж какой-то нереальный.
перезакупаться еще очень важно на АДК, чтобы не умирать. Вот, например, не сейчас. То, что мы не успели. Ну, нас банально нас шотает, надеюсь, никто не умрет от нее в пятером. Она не может 1 в 3 убить кого-то. А вот если уже Мостов подходит, это уже другое дело. Но самое важное просто выжить. В целом у нас неплохая ситуация, но самое неприятное это Люнекс. Она очень много нас бёрст. Очень сильно. Ксавьер подставился. Это очень неприятно, но Франко просто отец. А вот этого мы хаваем. В итоге я не нажал ульту инста, из-за этого там не заберстился. Очень грустно. Потому что на нас инста светлую нажимает, и она очень много урона по нам наносит, поэтому... Не могли залетать в Ангелу, но это было рискованно. Потому что мы не знаем, где находится Люнекс. У нас толкаются лайны. И нашего братика на Ксавьере убили. Тыкаем на антифиз. Варда бёрстит. У нас толкаются лайны, это очень неприятная ситуация для нас. Поэтому я пошел толкать. Тыкаем пальчик на антифиз. Паня хочет нас закрывать. Поэтому просто антифизом доджим ее ульту. Перезакупаем антифиз сразу на какой-то слот. Допустим, банка. Не самый лучший слот, но пойдет. И мы выиграли игру. Это было очень непросто. У нас, кстати, по топу... А, нет крипов, поэтому окей. Ангела одна осталась, что она сделает? Правильно, ничего. Важно, чтобы кто-то затанчил тавер. И просто пушим. Это была великолепная победа. Если у нас какой-нибудь тяжелый лайнап по типу Роджера, собираем данный сапог, либо же ВС убийц в лесу, потому что они собирают очень много физпроника, и чтобы мы не так сильно шотались, но в целом помогает. Этот сапог я не особо рейчу на Натана, потому что он не дает КД ульты, он дает немножко урона прибавки, но не сильная прибавка. ВС тяжелого лайнапа Харита, именно Харита выделяю, потому что других голдеров магов нет, собираю этот сапог, потому что с него очень тяжело стоять, и этот сапог нам помогает хоть чуть-чуть. А так, без всех этих ситуаций в игре, собираем сапог на КД. Дальше, первый слот. Всегда идет перо, и оно билдится через невероятнейший арбалет. Через вот этот арбалет, вот. Он нам дает 40 доп урона адаптивного через каждый базик и дает прибавку к скорости атаки. Натан это автоатакер и прокастер в одном герое. Этот предмет очень сильно бустит нам скорость атаки. И фарм потенциал и пуш потенциал. Второй слот. Это старлюмовая коса. Она нам дает очень много всего, но самое важное это чистый урон после каждого нашего навыка. Как я уже и говорил, Натан совмещает в себе и автоатакера, и прокастера, и этот предмет позволяет нам очень сильно бёрстить врагов. Третий слот ситуативный, либо проник, либо кристалл. Все зависит от ситуации. Если вы играете от недофарма, у врагов очень много макдефа, то всегда собирайте проник. А если у нас равная игра, плюс-минус равная игра или перефарм, всегда собираем кристалл. Пятый слот крылья-проник. Если у врагов мало макдефа, то собираем крылья, как в прошлой игре. То есть у нас там не было никого с макдефом, кроме Тамуза, но он его поздно собрал. Проник нужно рейтить, если у врагов очень много макдефа. Доп слоты это антифиз и бессмертие. Это все собирается вместо сапога, либо же вместо крыльев. Когда вс тебя играет очень сильный физдамагер, вс которого невозможно играть без антифиза. Так, я хочу вам рассказать о важной фишке данного героя. Это связано с старлюмовой косой. Так, собираем full build. Она может прокать дважды. Это все из-за нашего ультимейта, который является нашим коном. Он дает нам двойные автоатаки, двойной первый скилл
И двойной прок косы работает только со второго скилла. То есть, смотрите, оп, раз чистый и два чистый. Видели? Еще раз, оп. Ну, 772 это прок сторублевой косы. То есть нам нужно проказ начинать вот так. И коса прокает дважды. Это очень сильно прибавляет наш урон. Если мы начинаем проказ вот так, то коса тоже может прокать дважды. Но я обычно начинаю со второго скилла, потому что второй скилл может отменять флики. Это так работает, то, что второй скилл как-то перемещает врага во времени. И когда он именно в этом мини-контроле, если он нажимает флик, то он отменяется. Вот, тоже одна из фишек героя. Благодарю за просмотр этого гайда, вот, надеюсь, вам было очень интересно и полезно. Болейте за Team Spirit, подписывайтесь на социальные сети, ставьте лайкосики. Всем пока.